Приветик, дорогие девушки! Я решила продолжить тему топ-10. В прошлом видео я рассказывала вам о 10 вредных продуктах питания, а сегодня я расскажу вам о 10 полезных продуктах питания, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике для правильного похудения. Интересно? Тогда начнем. Очень часто люди, желающие похудеть, резко переходят на какую-то диету или отказываются от мучного, сладкого или каких-то вредных продуктов. Но не всегда такая стратегия верна. Однообразная еда не всегда полезна. Важно, чтобы ваш рацион ускорял ваш обмен веществ, был менее калорийен, утолял чувство голода и, конечно же, приносил какие-то полезные вещества в ваш организм. Итак, давайте я начну свой рейтинг из самого диетического продукта, но от этого не менее полезного. Брокколи – это один из самых полезных овощей, настоящая кладовая полезных веществ и минералов, которая безумно полезна для нашего организма. Но при чем здесь похудение, спросите вы? Вся фишка в его калорийности. На 100 грамм этого продукта вы получаете всего лишь 20 или 30 калорий. Вы больше потратите энергии на переваривание этой капусты, нежели в ней содержится. Именно поэтому эту капусту называют продуктом с отрицательной калорийностью. И самое главное, что брокколи в считанные минуты может утолить голод и даже очень сильный аппетит. Пользу грейпфрута для похудения переоценить нельзя. Это один из первых помощников в борьбе с лишним весом. Его с чистой душой можно назвать диетическим продуктом. На 100 грамм этого продукта вы получаете целых 60% суточной нормы витамина С и всего лишь 30 калорий. Помимо этого, цитрусовый богат антиоксидантами, которые участвуют в процессе сжигания жиров. Он также выводит лишнюю воду с организма и очищает его от шлаков. Пить кефир для похудения довольно-таки распространенная стратегия среди диетологов и обычных худеющих женщин. Очень часто говорят, что вся польза кефира заключается в его низкой калорийности. На 100 грамм этого продукта вы получаете всего лишь 30 или 56 калорий, в зависимости от его жирности. Но вся польза кефира не в том, что он низкокалорийен и имеет очень освежающий вкус, а в том, что он богат бактериями и пребиотиками. Употребляя кефир, вы помогаете своему желудочно-кишечному тракту работать более эффективно, а ведь именно в кишечнике происходит усваивание всех витаминов и окончательное переваривание всех полезных для нашего метаболизма жиров. Вы когда-то слышали выражение «если хочешь есть, ешь яблоко, если не хочешь яблоко, не хочешь есть». Это, конечно, очень утрированное выражение, но все же, почему именно яблоко? Спектр полезных веществ яблок настолько широк, что практически нет ни одного организма, который не получил бы от яблока полезных веществ, витаминов или микроэлементов. Яблоки снижают холестерин в вашей крови, очищают ваш кишечник, зеленые помогают укрепить вашу сердечную мышцу. Да и вообще яблоки – это отличный, полезный и очень низкокалорийный перекус, который вы можете сделать в течение вашего дня. Нежирный творог рекомендуется иметь в холодильнике всем тем, кто хочет иметь здоровое и красивое тело. Этот уникальный кисломолочный продукт легко усваивается со всеми видами пищи, а его низкое содержание углеводов и жиров позволяет его использовать в качестве диетического питания при борьбе с лишним весом. Известно, что чем жирнее продукт, тем тяжелее его усваивать организмом, и питание обезжиренными продуктами не очень полезно для нашего организма. Поэтому помните правило: все хорошо, но в меру. По мнению диетологов, и я с ними очень согласна, овсянку нужно включать в свой ежедневный рацион для поддержания вашего здоровья и нормализации вашего веса. Но не стоит путать овсянку первого сорта с овсяными хлопьями быстрого приготовления. В этом случае овсянка была очищена от клетчатки для возможности ее быстрого приготовления, и никакой пользы в ней нет. Клетчатка, которая содержится в овсянке первого сорта, способствует поддержанию уровня сахара в крови. Также при регулярном потреблении овсянки вы всегда очищаете свой кишечник, улучшаете свою кожу и волосы. Белое мясо куриной грудки замечательнейшим образом подходит для приготовления разнообразных и диетических блюд. На 100 грамм этого продукта вы получаете всего лишь 115 калорий. Помимо диетической пользы, такое мясо очень полезно своим химическим составом. Куриная грудка насыщена высококачественными белками, которые легко усваиваются. Также она насыщена витаминами, аминокислотами и минералами. И также куриное филе может посоревноваться с рыбой и некоторыми видами морепродуктов по низкому содержанию холестерина.
Может показаться странным, почему такая жирная рыба, как лосось, может помочь нам как-то в похудении. Энергетическая ценность на 100 грамм такой рыбы 140 калорий. Но это мы говорим про сырое мясо лосося. Если мы его готовим на пару, то будет 187 калорий. Если мы готовим на гриле, 200 калорий, а если поджарим, 220. Но ведь никто не говорит, что вы должны объедаться этой рыбой на завтрак, обед и ужин. Все дело в том, что эта рыба, лосось, богатейший источник полезных жиров омега-3. Они не только улучшают кожу и волосы, но и ускоряют обмен веществ, что позволяет предотвратить появление целлюлита и отложения жира. Куриная грудка и гречка – друзья навеки. Несмотря на то, что гречка довольно-таки калорийная, на 100 грамм вы получаете 300 калорий, вся ее польза в похудении заключается в том, что вы ускоряете свой метаболизм. Достаточное количество клетчатки обеспечит вам поддержание уровня сахара в крови, а значит минимальное образование жировых клеток. Ну что, вот мы и подобрались к 10-му месту. Здесь у нас самый калорийный продукт, но от этого не менее полезный. Как вы думаете, какой это? Помимо всех перечисленных продуктов, я бы, наверное, еще добавила орехи. Поскольку это действительно очень высококалорийный продукт, за его потреблением во время похудения нужно будет очень серьезно следить. Человеку в качестве профилактики в сутки можно съедать около 30 граммов орехов. Они окажут свое полезное действие на организм и никак не повлияют на ваш вес. Орехи являются кладезем большого количества белка и ненасыщенных жирных кислот. Белок, в свою очередь, выступает как строительный материал для нашего организма, а ненасыщенные жирные кислоты насыщают нас после того, как мы съели орешки. Для похудения будут хороши арахис, миндаль, кедровые и грецкие орехи. И помним, что все хорошо, но в меру. Ну что ж, вот мой список из 10 полезных продуктов для похудения. Естественно, выбрать один единственный какой-то самый полезный продукт невозможно, так как питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Мне очень интересно, какой бы полезный продукт вы бы добавили в мой список и почему. Обязательно напишите это в комментариях, мне кажется, очень многим будет интересно почитать. И также я жду ваши идеи по развитию рубрики ТОП-10. На сегодня у меня все. Пока!